Семейное счастье — это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за 3 дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса, машина едет. Мы едем. Что за знак? Уже на 4-й день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты! И лучшая из 2 учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятве и в горе, и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Учи жену рулить. Как научишь, сможешь пить. Знакомьтесь, первые герои нашей программы — Рома и Даша. Здрасте, меня зовут Роман, мне 35 лет, я диджей, звукорежиссер, электромонтажник и пчеловод. Я работал диджеем, а Даша работала в агентстве, и они искали диджея на свою вечеринку. Посмотрел, прикольная подруга, деловая, все время на телефоне, красивая, похожа на француженку. Не та девочка, которых я привык видеть на вечеринках, которые там пиу-пиу-пиу. То есть она интересная. И так началось наше общение. Меня зовут Даша, мне 26 лет. Я проектный менеджер, занимаюсь международными проектами. В первую очередь я хочу научиться водить для себя, чтобы быть независимой от Ромы. И, во-вторых, всегда быть вторым штурманом, если Рома уставший, занять его место и отправляться в путешествие. А это их семейный автомобиль. Иногда ракета, но в основном это пулька. Ой, да, он очень сильно любит свою машину, очень бережно относится к ней и не дает мне даже садиться за руль. Я боюсь, что в какой-то момент моих учений она может бросить все педали и руль, и сказать все. Я бы сказала бы, его мучений. Если я проиграю, я сбрею бороду. Нет, только не это. А это их соперники, молодые и озорные Саша и Стася. Меня зовут Александр, мне 20 лет. Веду свой интернет-бизнес. В жизни я победитель. Люблю самое лучшее. Люблю скорость, я люблю экстрим. Самое главное, у меня самая прекрасная женщина. Меня зовут Анастасия, для друзей я просто Стася, мне 21 год. Работаю менеджером по туризму. С Сашей мы познакомились еще в школе. Спустя пару лет мы поняли, что что-то больше нас связывает. Я просила Сашу научить меня водить. Мы как-то сели, я 3 раза заглохла, он вышел, нервно покурил и сказал, на этом, наверное, хватит. Это наш семейный автомобиль «Ласточка». Я его очень сильно люблю. Настолько сильно, что я его даже ревную к ней. Я надеюсь, в этот раз ему и вправду хватит терпения. Мы самые крутые, и мы самые лучшие. Я уверен, что мы победим с своей принцессой. Привет, чудесные! Это шоу «Научи жену рулить» и мой самый любимый ведущий — я, Денис Косяков. А рядом со мной самый красивый мальчик в школе, по мнению мамы Валерия Шевелева, профессиональный автогонщик Валерий Шевелев. именно. Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да, это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните, если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелев. Профессиональный автогонщик, чемпион, инструктор по экстремальному вождению и просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь 2 вещи. Во-первых, ваша победа всецело в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. А это наши герои — Александр, Анастасия, Дарья и Роман. Насколько я знаю, Роман и Александр уже сделали своим девушкам предложение, но свадьбы не было ни у вас, ни у вас. Это так? Да, это так. Ну что ж, надеюсь, что после нашего шоу дело до свадьбы все-таки дойдет. А то, знаете, мало ли что.
Я, например, надеюсь, что у наших мужчин есть не только стратегия, как сделать девушке предложение и не жениться потом, но еще стратегия, как ее обучить вождению. На это у вас есть ровно 3 дня, и на 4-й день мы увидимся с вами на экзамене. А я вручаю вам планшеты, на которые будут приходить задания. Там же вы найдете правила дорожного движения, столь необходимые вам сейчас. Напоминаю, что победитель нашего шоу, то есть одна из вас, получит наш главный приз — 65 тысяч рублей. И предлагаю побороться за него прямо сейчас. Мы начинаем. Пара конкурентов очень классная, очень позитивная. Победит лучшая, но мы рассчитываем на победу. Будет интересное соревнование. Я даже не считаю, что они конкуренты. Они проиграют из-за того, что у Ромы очень слишком длинная борода. И победим, конечно же, мы. По условиям проекта первый день пары проведут на автодроме. Мужья за короткий промежуток времени должны успеть научить своих жен не только трогаться с места, но и проезжать змейку, парковаться в гараже и трогаться под горку по эстакаде. Давай, я тоже пристегнусь, у меня свой ремешок. Рома, по-моему, на этом ремешке я тебя повешу сегодня вечером. Где у нас вообще сцепление? Вот это вот маленькая? Вот это вот маленькое, нет, Это твое. Нет, это газ за девчонок. Блин, нет, что-то вообще. Ничто так не вводит девушку в ступор, как 3 педали при наличии 2 ног. Левая. Ага, Пробуй, нажми. Сцепление. Ага. Отпусти. отпустила. Средняя тормоз. Тормоз. Бляха, он не жмется. Заводимся, где у нас ключ находится? Ты должна так запугивать в пробках. Ох, ничего себе, это смешно. Отпускай. Все, сцепление. Видишь стрелочки? Вижу стрелочки. Ты можешь ровно между колесами, Не ровно. могу. Я на велосипеде Смотри, не проехала смотри, бы. не спеша. Не понимаю, как управлять машиной, как крутить руль и какие педали нужно нажимать. Но голова боится, а ноги жмут. Обе пары едут. Ну, давай, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. А Стася никуда не спешит. Главное — сохранять спокойствие и красоту. Зачем нам? Сейчас я быстро. Сижу и понимаю, что как они еще по телефону говорят и кофе пьют, потому что я ничего не успевала. Ты можешь быть не глупой? А с женщинами так работает? Налево. Сцепление, тормоз. Сцепление, тормоз. Какой сцепление тормоз? Даша, Да нас сбили, ничего остановись. страшного. Сцепление, тормоз. Не надо так резко. Были иногда моменты, когда Даша меня уже не слушала. Все, я не заглохла. Как совмещать то, что он говорит, и параллельно управлять машиной? Странно, а я всегда думал, что для женщин выполнение нескольких дел одновременно — это не проблема. Поехали. Отпускай по чуть-чуть. Опа-на! Приехали. Стася, наверное, думала, что переиграет систему, и без сцепления можно поехать. Вот тянать в автомате, конечно. Как наши зрители поймут, что он сказал, если мы запикаем большую часть этой фразы? Давай я сейчас попробую без твоих слов. Я не слышала его. Вот реально для меня его... Казалось, это, блин, просто помолчи. Вот это главное проехать. Задавилю, Налево. Нет, все, стоп. Надавила Сцепление, на- тормоз. Сцепление, тормоз. Сцепление, тормоз. командир, куда дальше? Ты меня слушаться будешь? Заметил, как он игриво спросил: ты меня слушаться будешь? Автодром — это просто заколдованное место. Попадая сюда, все перестают друг друга слышать. Так я тебя прошу, по чуть-чуть отпускай. Машина будет ехать сама. По чуть-чуть Я катиться. пытаюсь по Ты не чуть-чуть. пытаешься. Реально тут очень сложно. Прекрасно. Я Всем вообще, у сложно. меня нога дергается, блин, прежде чем эта педаль. Я не знаю, как этой педалью управлять. Ноги дергаются, руки немеют, и это только первый день обучения. Что делать? Давай. Отпустись. Наши пальчики устали, наши ручки устали. Раз, два, три. Подышала. Подышала. Все, нажимай на тормоз. Я заехала! Заехала, видел? И так на фоне так... А сзади разрушается гараж. Мы ни хрена не заехали, мы сейчас в ворота снесли. Это плохо. Нам. Мать, не ругайся. На, стенка, бамс. Не заехали они в гараж у нас. Я ебался, в натуре. В общем, не заезд в гараж, а сплошное... Ну, тебе сложно сделать вот так вот? Рома, если бы я сейчас не Давай я водила щас- машину, вспомни, как ты на Тавроне учился. Давай я не буду тебя бить сейчас, хорошо? Ну, хотя бы сейчас. Да, отпусти зажигание. Тихо-тихо-тихо.
Малышка, все хорошо. Быстро снимай обувь. И раздевайся, и выходи. Тут камеры, дружище, тут камеры. Так, это что-то новое. Интересно, а на босу ногу легче почувствовать педаль тормоза или газа? Ёберный театр. Ну что за Стась? Ну мягко же отпускай, ну просто отпускай мягко. Ну, Я ничего не думала, ты меняется. сказал, что Оно не мягко. ничего не Ты меняется. Это было нереально. Я устала. Я за тебя очень рад. Ты начинаешь злить. Саша кричит, то делай, это делай, сцепление выжимай, ручник передвигай, а я вообще не понимаю, что где. Она ничего не понимает, он не так объясняет, нет, это она его не слушает. Как же все похожи. Что тебя так мотыляет? Все, я сама. Не получалось у нее, потому что она меня не слушала. Человек путается в педалях туда-сюда и не воспринимает критику. Давай. Я тебе подсказываю. Сейчас не трогай, не трогай, трогай. Выравнивай руль. Не надо полностью вот так крутить. Что Все. теперь? Отпускай сцепление полностью. Вот, я убрала. Ну, ты не сильно убрал. Я не заеду туда. Ты боишься, что ты просто-напросто можешь куда-то улететь в бок и разбить машину. Да, эстакада это сложно, но, как показывает практика, очень даже можно. Даже в первый день обучения. Я не вижу габаритов. Давай, жми. Оба-на! Оба. Ну, мне, честно говоря, очень страшно. Даша, если я говорю, нажми, пожалуйста, сцепление полностью, нажала то ты не полностью. должна мне говорить, я не заеду ни и бросать все педали. В один момент я хотел встать и выйти. Я не могу просто. Я не могу понять. Это я не могу понять, почему ты не слушаешь то, что я тебе говорю. Мы за 3 года совместной жизни ругались 2 раза, и один из них на автодроме. Сцепление, тормоз. Выпустите меня отсюда! А что произошло? А ты тоже? Я не могу понять, от чего такая реакция. Тормоз. Паника и вселенский ужас в глазах наших участников. Я не понимаю, как у меня руль стоит, как мне это сделать. Реально очень сложно. Я не ожидала, что вот реально настолько. Блин, сейчас Завела. такой торпец будет. Да, будет не терпеться, полный если честно. Чуть еще отпусти сцепление, чтобы габариты чувствовались. Вот. Теперь газ. Ну, не так все и плохо. Стася пулей пронеслась по эстакаде, и сегодняшнее обучение для ребят завершено. Было все плохо. Руки-ноги чуть не онемели. Поездка прошла не так, как я ожидала. Наверное, Даша с Ромой не ожидали, что станут заложниками эстакады. Уже полчаса как. Ну, а зачем ты ноги бросаешь в передачу все? Нам нужно не залететь Задом. и не выкатиться. Плавненько опускать сцепление, немного газа. Это была победа. Я все-таки заехала на нее. Ну что же, и правда победа. Все живы, машина цела. Ты даже не поцелуешь меня больше. Чиком ты останешься. это ужасно. Все было бы ничего, если бы человек слушался бы Я ее. на тебя не обижаюсь, Рома. Смотрите далее. Желтый квадрат, что означает? Да я не знаю. Я тоже. Бери попкорн, чувак. Я сказал, убери его. Даша, ну что это за твою мать? Ну слушайте, что я говорю. Закройся. Не топи. Дебил, ты мне тут размазал. Только после первого дня обучения наши участники понимают, что машина и дорога — это не игрушка, а отношение к занятиям должно быть серьезным. Помоги мне, пожалуйста, с вопросами. Говори. Что значит вот этот непонятный знак? А, есть. Можешь перестать играть в игру? Дашка, ну осталось чуть-чуть. Ну, посмотри правила, есть же в интернете, что означает знак, если 2 минуты. Хорошо, Рома, спасибо большое. Ага. Пожалуйста, большое, Даша, подумал Рома, потому что наконец-то можно спокойно доиграть. А вот у пары конкурентов необычный подход к обучению. Им в помощь очень необходимые предметы — тапки и код. Итак, мы начинаем учиться завтрашнему вождению. Подходим очень серьезно к вопросу. Зайка, где у нас газ, где тормоз, где сцепление? Сцепление, газ. Ты коробку передач потеряла. Ну и что? Шанель. Ехали. Вторая. Итак, сегодня второй день обучения. Стасе и Даше предстоит впервые выехать на большую дорогу. Но практика без теории невозможна. Посмотрим, насколько хорошо девушки выучили ПДД. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Как от мамы Здрасте. прям. Забор покрасьте.
Сегодня вы впервые выезжаете в город. И прежде чем это сделать, вам, Александр, нужно проверить свою жену на знание правил дорожного движения. А я их знаю. Первый вопрос. Дает ли вам преимущество в движении подача сигнала указателями поворота? Конечно. Итак, Валера, дает? Но это же очевидно, не дает. Ты не можешь включить левый поворот и встраиваться куда-то. Нет. Молодец. Молодец. Как вы должны поступать при ослеплении вас дальним светом фар от встречных автомобилей? Послать на 3 буквы, показать неприличный жест. Тоже молодец, но ответ неправильный. Притормозить и дать ему сигнал, чтобы он выключил дальний свет. Можно аварийку включить. Тоже его заслепить на. Ну или так. В каком случае вы можете прибегнуть к резкому торможению, Дарья? Но если передо мной машина резко затормозила. Это правильно. Если выбежал несчастная собачка, кошечка, пешеход прямо перед моей машиной. Александр, ваша задача также проверить жену на знание всех знаков. Которые будут встречаться нам по дороге. Ну что же, когда тормозить, девчонки знают точно. А это уже весомый залог успеха. Так что выпускаем их на большие дороги. Так, сцепление нажала, при тормозе держим. Плавно поворачиваем и отпускаем сцепление. Ну, вчера же ездила, все нормально было. Ездила. Поедем мы с тобой тоже налево. Я не знаю, как эти ветки передо мной. Забей на них. Ладно. Прекрасный учитель. Слепи в ответ. Помеха движения — забей. Не видишь, что происходит — забей. Что у нас за треугольник такой в красном цвете? Что это означает? Ну, это перекресток. Нет, это не перекресток, это уступи дорогу. Уступи дорогу тем. Типа, Треугольник. я не главная. Да, ты не главное. Я вообще тут лишняя, наверное, мне кажется. Не Нейтралочка. останавливайся, у тебя главное. Едь. А вдруг? Да в бордюр сейчас въедешь, Даша. Я вижу, у меня главное. Ну ты почему ты меня не слушаешь? Может, Потому что договаривать? я боюсь. Когда первый раз я выехала в город, я боялась, что я просто сразу же еду в какую-то машину. Сейчас не заглохнуть бы. Нейтрально. Нейтральная. Стоп. Желтый квадрат, что означает? Да я не знаю. Я тоже. Признался первый раз за день. Погнали. Направо. Посигналим ему в ответ. Ну давай, газку, давай. Он бам-бам-бам, пугайся, да. Похоже, испугались все и сразу. Особенно Даша. От испуга заглохла и не едет. Сцепление выжми. Да выжила. Там не выжила, вот теперь выжила. Первая передача, газ. Сзади меня сигналят машины, а справа сидит Рома, который кричит. Это было очень сложно и достаточно большой стресс для меня. Все, последний раз. Газ. Не кричи на меня, можно я... Не надо сейчас снимать, Даша, ты подъедь с дороги, ты пробку создала. Да я не могу! Заведи машину. Все, что ей мешало уже слушать мои советы, это то, что она реально злая была. Рома, так сам же научил снимать обувь. А теперь кричишь. Ой, это сейчас будет. Притормаживай, все, я уже начинаю чуть переживать. Честно говоря, мне с собой самой страшно. Останови, я сойду. Ты что, сейчас подрезала, как люто, Я переживал, и когда меня человек чуть-чуть не слышал, в некоторых моментах мне было за него страшно, в первую очередь, тоже за себя. Направо, ну едь, чуть-чуть наступай, тормоз. Я понимала то, что я ничего не понимаю. И когда Саша начинал накалять там атмосферу своими криками, объяснениями, я немножко заходила в тупик. Ты видишь, какая Фу, я в пробка? натуре здесь дырку сделаю, в этой днище в этом. Захотела почувствовать себя гонщиком. Слушаешь меня, ты создаешь аварийную ситуацию, слушаешь меня, ты создала пробку, убери руку. Ты создала... Руки на руль. Ты создала пробку. Даша, руки на руль. Зубы на бордюр. Я езжу за рулем, я тебе говорю, как правильно. Слушай, Ты как слушай, ты пассажир. Рома поначалу молчал, но потом он начинал нервничать, начинал кричать на меня. И тогда у меня уже начали трясти руки. Я очень сильно переживала и избивалась. Я не воспринимаю, когда на меня кричат. Значит, будешь не воспринимать это в другом месте и без машины. Когда Рома на меня повышил голос, он меня просто бесил. Либо кричи нет. Даша, ты не фифа, что ты так себя ведешь? Меня уже достал, ну Рома. Давай, включай первую передачу и начинаем ехать. И вот он, тот момент, который в народе называют «сдали нервы». Причем как в одной машине, так и в другой. Держись ровно полосы. Я не хочу уже водить. Ставься мы на дороге, не гони. Потом это все сделаешь. Потом это все сделаешь? Что именно? Не топи. Дебил, ты мне тоже размазал. Ты сама себе размазала ее. Нафиг ты лезешь мне в глаза? Какого черта все хотят ездить, когда я за рулем? Да Коля! Все вы ездите, пока я за рулем.
Действительно. А пока Саша разводит машину руками и успокаивает любимую, Даша с Ромой бороздят городские просторы. Я на третью переключаюсь. Не надо, на второй передаче есть. Какая третья? Газ нажми, дай мне газу, Даша! Вперед уже, светофор! На вторую передачу! Поворот налево включи, говорю! Нейтральная, стоп! Стася тоже уже не плачет и опять едет, хотя, понятное дело, машины с городских улиц никуда не исчезли. Едь по полосе, Зай. Ну, Да ну, я пытаюсь, просто не что ты не странно. можешь? Ну, вот не где смотри туда, полоса? смотри сюда. Ну вот куда ты сейчас рулишь? Где полоса? Стася, И ребята, видимо, уже готовы завершать второй день обучения. Осталось припарковаться. тормози. Припарковались. Я смотрела на дорогу, он мне говорил, и это получалась какая-то вот такая вот фигня у меня в голове. Пешеходы вообще дебилы. Я думаю, что если я сяду завтра за руль Сашиной машины, и не дай бог, что произойдет, то меня будут разве что выносить с нее. Вот так вот. А вот Рома и Даша все еще осваивают городские дороги. Роме, подавай газу, да побольше. Газу. Поехали! Сейчас тебя лупану. Я сейчас тебя так лупану за это, честно, Рома. Вторая передача. Теперь плавно поворачиваем налево. Плавно поворачиваем налево. Плавно поворачиваем налево, говорю, Даша! Голуби! Ну, наконец-то, второй день обучения завершен и для Ромы с Дашей. Ты видишь дистанции какие-то, что ты в машину прямо едешь? Ничего не вижу. Передачу сними. У меня руки трясутся. Я похудел килограмма на 2, а в годах, наверное, на 5. Думаю, завтра нам еще придется пережить этот день. После выезда в город Стася и Саша решили устроить романтическую прогулку, но с романтикой сложилось не особо. В некоторых моментах я реально не понимала, В что некоторых ты моментах хочешь. слушай меня просто, и все Я будет не прекрасно. понимала, что ты именно от меня хочешь. Завтра на дороге ты спокойно мне объяснила, не доводя до истерики. Завтра соплей меньше, больше в кулак себя. У меня соплей сегодня не было. Отлично. А вот Даша всерьез взялась за правила, зубрит их везде. Как-то Рома несерьезно относится к своей бороде. Ромка, поможешь мне с правилами или нет? На, посмотри, я не понимаю. О, слушай, я шпилевку сейчас свою скачаю. Рома, это будет твоя машина. И тебе будет уже не смешно, когда я въеду кому-то в зад. Сегодня третий день обучения. Как правило, самый стрессовый для наших мужей. И неудивительно, жены-то садятся за руль семейного авто. Газ пока не трогай, нажимая сцепление по чуть-чуть. Направо, направо, выруливай уже, выруливай сильнее. Нервишки у Саши шалят уже с первых минут. Остановись, Даша, машина там едет. Можно? А, Да. Даша тоже тронулась без проблем. Похоже, машины весьма хорошо влияют на жен. Но как-то плохо на их мужей. Не смотри сюда, смотри вперед. Не смотри сюда. Ух, какой оскал. Слушай, он прям злой стал в своей машине. Стась, ты смотришь только на дорогу. Мы кричим, мы так расслабляемся, нас это успокаивает. А может, другими методами расслабляться? Ну, как минимум, валерьянка Саша для успокоения тоже помогает. Ну, включи хоть какую-то передачу. Хоть что-нибудь включи. Радио, включи радио. Раз включил, и все хорошо, у тебя пошло все. радио могу включить тебе. Даша, ну не пускай руль. Вторую передачу, вторую, мы ж едем. Уже ты меня угробишь Чем сегодня. больше ты будешь орать, тем, блин... Вообще, вот заметь, вообще не орал. Кроме тебя здесь в этой машине никто не орал. Кстати, да. Это он не орет. Я представляю, что происходит, когда он начинает орать. А больше и некому! Ты да я, блин! Вот кричит Рома, а не страшный он все равно какой-то. То ли дело Саша. Включаем поворот налево. Да налево, это право, Стася. Конечно, я хватался за руль. Она любит посмотреть по бокам, когда нужно смотреть вперед, ехать по своей полосе. Смотрим по зеркалам, чтобы не въебаться ни в кого. А, еще зеркала настраивать, я тоже не понимаю, как. Аварийку надо выключать. Вторая. Почему я за тебя это делаю? Не едь на середину, ну по краю не едь. Ну, Стась, ну что ты, ну... В общем так, мужчины, вывод напрашивается следующий. Не учите своих жен водить авто, тем более на собственной любименькой машинке. Поворачивай налево. Налево поворачивай, это же автобус. Поворачивай налево, быстрее. Вторая передача. На самом деле Рома очень добрый человек, и кричать для него это не свойственно. Да какая вторая? Вторая передача, ну что ты мотор не палишь?
Для меня то, что Рома кричит, это было очень непривычно. Ну давай сейчас вообще вот здесь станем и все. На, крути руль Да руль сам, держи, ну блин. Даша, ну что это за эмоции? Ты меня достал, крути сам, значит. Я не могу. Кстати, она так молодец. Очень легко, уверенно отпустила руль. Сказала, тебе надо, ты крути. Да, такой жаркой езды у нас давно не было. Что По ты так прямой. волнуешься? Дебильнейший вопрос был задан с твоих уст, зайка. По одной полосе едешь. Я немножко боюсь. Ты смотри, ты только что была в одном ряду. Боюсь, воробушки, мы уже в этом ряду. Теперь мы опять в этом ряду. Перестань материться. Прервем-ка мы этот бурный словесный поток нашим заданием. Все, останавливаемся. Останови машину. Здравствуйте, Рома и Даша. Мне кажется, или впервые женщина читает наши задания? Всегда этим занимался главный в семье. Ваше первое задание на сегодня. У ближайшего зоомагазина вы должны забрать посылку и доставить ее по указанному адресу. Я думала, что это будет что-то габаритное и большое, но не живое. У ближайшего торгового центра вы должны забрать пассажиров и успеть доставить их в турагентство. Рома с Дашей без труда отыскали ближайший зоомагазин. Поворот направо. А, вот вижу. Нейтральная. Поворот направо. Нет! О, нет! А на что она так реагирует? Попугая! Это были хищники в банке. Да ладно, хищники, безобидные мадагаскарские тараканчики, которые питаются виноградом и травой. Стоп! Не шевелись, я не знаю, где таракан. Я испугалась один раз, когда таракан убежал. Он в машине или где-то скоро будет на мне. Убегай! И я рада, что он оказался на Роме, а не на мне. Пока Даша и Рома борются с тараканами, Стася и Саша уже готовы забрать своих пассажиров. О, я так и знал, что два шприца. Блин, Я не могу. Привет, привет. я Стася. Привет, Ромчик, Ромчик. Ты опять с какой-то едой посадил людей. Как фильмец, нормальный фильмец, да. Девочка такая красивая. А. На тебя похожа очень, такая малыш. Слушай, а кроме... А у тебя есть какие-то там хобби, чем ты Закрой увлекаешься? рот, пожалуйста. Ты видишь, что она выезжает? Или ты тупой? Воу! Включился. Бери попкорн, чувак. Возьми. Воу! Возьми, да возьми попкорн. Что за бушует? Раздражало, когда нам посадили 2 уколов, как я их назвал. Да, Саша очень радушно встретил своих пассажиров. Думаю, поездка будет интересной. Вообще у нас сегодня не скучно, в каждой машине по-своему. Не тормози так резко, ну живность на руках. Ну, чего ты становишься? Ну едь, ну вперед, боже, ну тут все на мне уже. Я пыталась смотреть за дорогой и параллельно смотреть, как там Рома и тараканы, и попугай бегут, типа. Но Бляха-муха. даже тараканы не выбежали. Пассажиры, судя по всему, не пришлись по вкусу нашим мужчинам. Не хочешь с нами, там, я не знаю, в зальчик походить? Высадить с машины, набить ей морду очень хотелось. Можем просто покататься, если... Нужно сходить. Мы не протиснемся между машинами. Пропусти его, поворачивай налево. Налево! Блять. Ну, блядь, зеркало снесла нам. Решила, что я уже опытный водитель, я смогу в любом случае проехать между ними. И обидно было не из-за того, что, ну, как бы так получилось, а обидно было, что, блин, я ж тебе говорю. Чего ты Чего ты, блин, едешь в автобус? Да куда ты, блин, еще меня ты будешь еще бить? Попугай напрягал. Попугай очень был громкий, крикливый и действовал на нервы. Так вот, кто главный виновник – попугай. Иннокентий, не слушай ее. Главный метод защиты – это нападение. Вторая передача, говорю. Вторая передача. Я не могу вторую! Сцепление, газ, вторая передача. Поехали. Человек уже чувствует, что он что-то может за рулем и как бы не прислушивается к совету. Эту поездку попугай Иннокентий будет помнить всю жизнь. Впрочем, как и пассажиры Саши и Стаси. Правда. Не ревишки в коробочку. Парни с таким ртом долго не живут. Сейчас закрою их. Вы просто бесите, реально, даже меня. Хотя я человек вообще спокойный. Заметил, когда она злая, она сосредотачивается. И лучше водят автомобиль. Что это за разговоры? Сейчас высажу тебя, попугая, тараканов вообще. Вот компания какая! И сама поедешь на метро.
Рома, я за рулем, ключи у меня, поэтому я тебя отсюда выкину. Когда любимый человек на тебя повышает голос, это всегда видно. Заткнись. Выезжай. Пожалуйста. Давай заткнусь, я сейчас в первую же машину. Сейчас уже возьму и в Левую. машину. Даша. Так, тараканы, закройте уши. Даша, ну что это за твою мать? Ну слушайте, что я говорю. Закройся. Прямо хочу, чтобы наши участники поскорее всех довезли. И уже начинаю переживать за каждого, за тараканов, за попугая, за наши пары. Смотрите далее. Так, мне кажется, мне пора включить девочку. Красный. Стася. Я сам чуть не обосрался. У меня не получилось. У меня реально был просто провал. Валера меня трясет. Если я проиграю, то у Ромы не будет бороды. Не трос. не злись. Все, пацаны, спасибо. Да, счастливо вам, счастливо. Совет да любовь, как говорится. Так, парни на свободе и даже без драки. Ты видел, что они с салоном сделали, или тебе вообще срать? Сцепление, все. Стоп. Ура! Свободу попугаям! Слава богу, избавились от них. Но, ребята, расслабляться рановато, вас ожидает очередное задание. С этого момента Даша будет ехать домой самостоятельно. За каждую вашу подсказку вы будете оштрафованы. На 6500 рублей в случае вашего выигрыша. Когда пришло задание ехать без подсказок, я обалдела, честное слово. Я думаю, мы сейчас врежемся. Ты только что ехала лучше без него, чем с ним. Что ты переживаешь? Вот и посмотрим, как легче девчонкам, с незамолкающим мужем рядом или без него. Пока что, слава богу, все спокойно. Слава богу, никто не кричит на меня. Как интересно. Это была 5-я передача. Господи, хоть бы доехать до дома сейчас. Так, мне кажется, мне пора включить девочку. Пропустите меня! Пропустите, пожалуйста, пропустите! Уже чуть не вырвал, что подсказать. Нас... Красный. Стася, на... Пи***ц. Тормози, Немножко заехал на бордюр. зай. Ну, Реально страшно. я сам чуть не обосрался. Стася решила поехать на красный, надавила до отсечки и посмотрела налево. И таким образом мы оказались чуть в бордюре. Боже мой, боже мой. Все, это провал. Он меня убьет. Мне руки дрожат, вот. А это все почему? Потому что ты поехала на красный. Отсюда вывод: на красный ездить нельзя. А так мы бы не догадались. Я поехала на Ты желтый. поехала на мигающий желтый. Да, это значит, Мигающего что желтого можно нету. еще. Я теперь их вижу везде. Мне не снится будут. И пока Стася пытается прийти в чувство, чтобы продолжить свой путь без подсказок, Даша, включившая девочку, едет как девочка. На нейтралке еду. Блин. Рома, это что за звуки? Спокойно, Даша вон уже паркуется. Блин, не врезаться в бордюрчик. Там машин нет? Нет машин. Нормально. Ты как выключить? Можешь выключить его? Офф. Все. Все. Для ребят третий день обучения окончен. Во-первых, я очень-очень сильно злая на Рому. Мне хочется его ударить. Ударить очень сильно больно, под ребрами. Еще попрыгать немножко на нем. Даша в какой-то момент теряет контроль над машиной. Я на нее шумлю, начинаю ей объяснять. Слишком много теряем шумишь. контроль вообще над всем. А тем временем Стася, вся в слезах после своего проезда на красный, все-таки двигается дальше. Хватит пускать сопли. Это подсказка? Ну, Притормозить надо, Зайчик, да? я не могу тебе ничего сказать. Ты Я должна сама поняла. все понимать. 5 метров осталось. Буквально 5. Вот мы тут уже и приехали. Я так и знала, что какая-то хрень произойдет. Потому что ты начала чувствовать, что сильно уверена в себя. Вот и все. Да. Ты начала газовать там, где не надо было газовать, надо было встать. И ты куда ты смотрела, когда ты газовала? В какую сторону? Налево ты смотрела, свое лицо увела. А надо было смотреть куда? На дорогу. Я, типа, мне габариты были непонятны. Габариты тебе не были непонятны. Была пустая дорога. Какие габариты? Я боялась. Я думаю, нас ждет завтра 2 равных соперника. Да. Одна будет плакать, а другая избивать тебя.
После такого нервного дня накануне экзамена Стася попыталась заручиться Сашиной поддержкой, но не получилось. Что ты хочешь мне сказать насчет сегодняшнего дня? Пока ничего не хочу тебе говорить. Я хочу выдохнуть после сегодняшнего этого безумного дня. Так, Мы и с тобой всё не нормально. разбираемся, мы с тобой не ссоримся. Я хочу побыть один просто. А вот пара конкурентов решила накануне экзамена уже ничего не выяснять, а лучше немного подучиться. Завтра финал. Но нужно готовиться. С управлением получается? Нет. Разберись с управлением. Отъедь достаточное количество расстояния и плавно заверни. Е-е-е. Наша гейм-семейка готова к финалу. Сегодня день экзамена. А это значит, что пришло время проверить, кто из мужей лучший учитель. Чертовски рад вас снова увидеть. День экзамена. Совсем скоро мы узнаем, кто же из вас победил, но это не главная интрига. Главная интрига — останется Рома с бородой или нет. Даша, это странно звучит, но борода мужа в твоих руках. Да, я знаю. Буду делать все, чтобы Ромка осталась с бородой. Поскольку 3 года отращивал. Это все-таки мой клочочек. Долгий срок. А сейчас мы узнаем, кто из вас более готов. Так, вы? Ну так давайте. Чего вы же ждете? Ромка. Итак, первой сдавать экзамен будет Даша. Как дела? Валера меня трясет просто капец. Если я проиграю, то у Ромы не будет бороды. Я очень надеюсь, что я выиграю. Понятно. Правда сбреешь? Я пообещал, и я стараюсь придерживаться своих слов. Честно? Честно. Поехали. Что, поехали? Прямо едем. Прямо едем. Между колес. Между колес. Было очень страшно. Сейчас надо побольше расстояния взять, чтобы не въебаться в колесо. Что? Чтобы что не сделать? Не въехать в колесо. Колеса пошли. 3 пешехода живы. Вот этот будет жив. Не вписалась в поворот на 10 баллов. Даша молодец. Хорошо проезжала, повернула руль влево. Самая большая ошибка Даши при вождении – это то, что не понимала, куда крутить руль. Змейку мы не проехали. Я уже Я ж вижу, никого как не нож задавила. точится, Я ж который никого. сбривает бороду твоего мужа. На самом деле, змейку я прошла бы с первого раза. Это все Валера. Он меня на путь истины не направил. Вон она уже, кстати. Будем парковаться в гараж. Сейчас будем пытаться ее впихнуть налево. Не, впихнуть лучше не надо. Давай заедем. Ой, не въеду я в него. Ой-ой-ой. Сильно взяла, сильно взяла. Заехала? Заехала. Теперь нейтралочка. Нейтралочка. Ну, выйди так, чтобы не коснуться колеса. Опа! Спокойно выполнила это задание. Поехали на эстакаду. Тут с первого раза явно не получится. Стоп. А что дальше? Убери ногу с тормоза. Не хочу, нет, не отпускай, пожалуйста, не Ногу с отпускайте. тормоза. Все. Приехала. Вот с разгона я могу заехать. С разгона любой может заехать. Даже моя бабушка, у которой прав нет, сможет заехать на эстакаду с разгона. Стоп. Боженька. Господи. Я это сделала. Какая я молодец. Теперь едем сдавать экзамен в город. Готово? Город? Будем ждать. Задержи сцепление, когда машина трогается. Не бросай ты его. Я знаю. Знак стрелка прямо о чем говорит? Направление движения. Направление движения. Все. Ты основных 3 знака выучила? Пешеходный переход. Пешеходный переход, главная дорога, уступи дорогу. Еще какие-то знаки Куда знаешь? ехать? Прямо. И направо? Прямо. Это просто гениально. При повороте влево ты включаешь правый Не увидела. поворотник. Не увидела. У меня иногда берут сомнения по поводу Блондинка? цвета твоих волос, да. У меня тоже бывают сомнения. О чем знак наверху говорит? Вот этот знак я, честно, не знаю. Да ты вообще только 3 знака знаешь. Нам налево здесь. Блин. О, беда какая. Налево. Останавливайся. Куда ты поехала? Выходи. Я рад, что приехала за рулем ты, а не Валера. Радость, смех, веселье. Неужто все здорово? Привет. Нормально. Мы идем следующий экзамен принимать. Вы Спасибо делитесь большое. эмоциями. Спасибо. Спасибо вам. Несмотря на свои ошибки, Даша довольна. И это редкость. Обычно после экзамена с Валерой барышни плачут. Теперь Стасе на очередь сдавать экзамен. Ты, гля, завелась. Ничего себе. Анастасия,
Для друзей я просто Стася. Сидела и понимаю, что у меня не то, что руки дрожат, у меня все тело вот так дрожит. У меня уже вся спина мокрая. Сцепление можно ногу убрать. Ты палишь его, когда оно выжато. Я волнуюсь. Я хочу показать то, что мой мужчина реально смог в меня вложить хоть какие-то знания вождения. Налево поехали по змейке, да? Ух ты, тебе повезло, ты не задела. Ничего себе, тоже он ладошкой показывал крутить руль. Отлично, умничка. О, ничего себе. Она умничка. Мы с первого раза проехала. Ты что ладошкой крутишь? Наверное, уже как профессионал, да? Профессионал ладошкой не крутит. Будем парковаться в гараж. Передом заезжаем. Ну, ты знаешь, тут главное заехала. Если что, выйдет с заднего сиденья или с пассажирского. Теперь тебе надо выйти так, чтобы не задеть... Стенки. Сдаешься? Ну да. У меня не получилось. У меня реально был просто провал. Простите нас, ребята, но мы рады. Поехали на эстакаду. Фух. В начале эстакады останавливаемся. Когда я почувствую, что машина присела немножко, я отпущу сцепление нежно. Как ты опустишь сцепление? Ну, нежно. Так, ну сейчас что-то будет. Вот этот водитель тут ездит. Ну, только руль надо было прямо держать. Да. Даша лучше будет. Теперь мы едем в город экзамен сдавать. Ну все, Дальше, зайчик, огонь. дальше. Бам. Мы едем 8 километров в час. Это очень медленно. Так лучше? Так, хорошо. Нам потом направо на светофоре. Это лево. Нейтралочка. Вот видишь знак стрелка? На стороне движения. Ты начинаешь проигрывать. За сколько метров до перекрестка надо показывать поворотники? За километр. Ты, я так понимаю, ты решила не учить, да, правила дорожного движения? А вот этот значок о чем говорит? Две То, стрелочки. что со второй полосы можно выезжать налево. Почти ничего не знаешь. Да стоп. Наверное, их надо было бы выучить, да? А вот и слезы. И здесь останавливаемся. И выходим. Когда я вышла от Валеры, вся в слезах, я понимала, что реально то, что мы провалили. Пошли пообсудим все. Все перепуталось, все, что было в голове, и эти знаки, я уверена, что не каждый, даже водитель, который сейчас на дороге находится, знает их все. Экзамен окончен, несколько минут обсуждения, и мы огласим имена победителей. Ну что, сложнейшее для нас решение, но мы его приняли. Вы действительно были обе хороши на площадке. Особенно Стася. У вас неплохо получалось в городе. У Даши были проблемы со знаниями правил дорожного движения. У Стаси проблем не было. Это была просто катастрофа. И что мы имеем в итоге? Знание теории у Даши, но эстакада с первого раза у Стаси. И сейчас мы узнаем, что же все-таки важнее. Водительское мастерство или знание правил дорожного движения? Кто же из вас получит 65 тысяч рублей? Для меня важнее учитель. И кто у нас был лучший учитель? Кто? Саша, по нашему общему мнению, лучший учитель был ты. Но, Рома, мы, как и твоя жена, чертовски не хотим, чтобы ты сбривал бороду. Придется сбрить. Хотя усы можешь оставить. Потому что впервые в истории нашей передачи мы решили поделить выигрыш 50 на 50. Ребята, поздравляем! Я не понял, мы, по-моему, зря решили поделить 50 на 50. Мы безумно рады такому решению. Разделили наш приз с достойными соперниками. Наши конкуренты были очень классные, но они тоже достойны выигрыша. Мы смирились с тем, что у меня уже не будет ни бородов, ни усов, ничего. И это именно тот случай, когда договор дороже денег. Не выиграл? Прощайся с бородой, Рома.
Даша, и не взяли весь приз только из-за того, что ты меня не слушалась. Ты наказана. Что если Рома говорит, там автобус, надо его объезжать, мы притормаживаемся, вот. Мы начинаем психовать, руль бросать. Если Рома говорит, Дашенька, вот сейчас будет пешеходный переход, сбрось скорость. Надо сбрасывать скорость. Совсем другой человек. Это было шоу «Научи жену рулить». Шоу, которое учит главному. У любви нет ограничений в скорости. С вами были Валерий Шевелев. Денис Косяков. Увидимся на телеканале Ю.